Здорово, народ! Сегодня хотел бы поговорить на тему, почему пиратки WoW так популярны в СНГ и аудитория делится на два лагеря. В прошлом я достаточно долго носил звание узника 335, около 10 лет, и я понимаю, почему так. Небольшой анонс. Если вы играете в Midnight и вам интересен хаусинг контент, мы совместно с сообществом Hotdoggers объявили конкурс домов с призовым 2 миллиона. Подробнее можно ознакомиться в моем телеграме по ссылке в описании. Старые дополнения WoW и нынешний актуал. На деле это уже две разные игры. Это можно понять в сравнении. Первое – цена. Очевидно, самое банальное – это цена. Не каждый готов покупать дополнения и платить стабильно подписку, в то время как пиратки являются бесплатными, хоть и имеют возможность доната, но и не является обязательным, за исключением, наверное, кастомных серверов по типу Сируса, где есть кастомный контент, который влияет на баланс, но по-прежнему не является обязательным для обычного игрока. Второе – скорость игры. Актуальный WoW движется в сторону сессионности, где за пару-тройку дней можно одеться в высокий гир и закрывать большинство актуальных активностей, то в старых дополнениях, например Lich King, который популярен среди пиратских серверов, если даже получится прокачаться за пару дней, то одеться и закрывать все актуальные активности не получится. Прогрессия персонажа ощущается совсем по-другому. Третье. Социальная составляющая. Это, на мой взгляд, основная причина, почему аудитория делится на два лагеря. Если рассматривать с точки зрения соло игрока на актуале, которых большинство, то в актуальном дополнении буквально не требуется никакого взаимодействия с другими игроками. Есть куча активностей для соло игры, система LFR, с помощью которой, даже не общаясь ни с кем, можно существовать в игре и закрывать рейд и мифик плюс. Популярность и нужда гильдии ушла на второй план. Но даже если есть желание попасть в гильдию, это очень тяжело сделать. Чат в игре мертвый, только реклама РМТ услуг. Официальный форум тоже мертвый. Единственный вариант — это искать активные гильдии через WoW Progress. Но этим мало кто будет заниматься, а уж тем более новый игрок, который пришел в игру, который даже не будет знать про существование такого сайта. Но в старых дополнениях без социализации просто невозможно играть в актуальный контент. Там нет LFG системы для рейдов и примейт групп. Все происходит через чат. Чтобы попасть в рейд и собирать людей, это нужно делать через чат. Зачастую большинство рейдов проходит с голосовой связью. Все гильдии, которые набирают людей, делают это через общий чат. Ведь удобнее выбрать гильдию в общем чате, просто периодически отслеживая его и задать вопрос прямо в игре, чем идти на какой-то WoW Progress, разбираться в интерфейсе и искать гильдию под свои нужды. Но многим гильдия нужна не только для рейдов, а чтобы быть частью какого-то комьюнити, где кипит своя жизнь. Люди заводят знакомства. Но и без гильдии, благодаря живому чату, ощущается жизнь в игре. Если сейчас многие сходили в ключи или рейды и просто вышли из игры, то на пиратках, благодаря такой активности, многие могут оставаться в игре, просто постоять в Долоране на красивом маунте или общаясь с кем-то в чате. Когда игроки актуала последний раз видели это в чате? Каламбуры, когда линкают способность и дописывают какое-нибудь слово, какой-нибудь конфликт, который обсуждают в чате, а за этим смотрит весь сервер. Рейды по 40, а то и 80 человек, которые собирают на вождей противоположной фракции. И на мой взгляд, в этом и есть причина, почему люди делятся на два лагеря. Просто они играют в разные игры, кто-то в сессионку, а кто-то в старый WoW, каким он себя позиционировал долгое время. Но также на популярность пираток очень сильно повлиял уход Близов из России и возможность оплаты со своих реквизитов. От Blizzard нет официальной рекламы в РУ-регионе, и поэтому нет притока новой аудитории. Сейчас активно начали возвращаться игроки, которые как-то узнали про смену региона, но большинство этих игроков ранее играло в игру, а тех, кто первый раз зашел в игру, очень мало. В то время как пиратские сервера рекламируются у большинства контент-мейкеров по WoW, и не только, а в том числе и у популярных стримеров. И поэтому на пиратки идут даже новички, которые заходят в игру в первый раз. Но если вы новичок или игрок пиратки, я все-таки рекомендую играть на официальной версии. Сейчас многие игроки возвращаются в игру и уже формируются хорошие гильдии и комьюнити. А пиратки искажают реальный опыт игры. Как я ранее сказал, что в свое время я провел суммарно 10 лет на пиратках в дополнении Lich King. Об этом опыте я не жалею, но сейчас понимаю, что лучше бы я играл все это время на официальных серверах. Было бы интересно услышать ваше мнение по этому поводу. На этом все. Всем удачи!